Каток – это самоходная или прицепная машина, которая уплотняет грунт, щебень, асфальт и другие сыпучие и не очень сыпучие материалы. Он использует собственный вес, вибрацию или все вместе, формируя дорожное полотно, площадку, дамбу или взлетную полосу. Подобные машины появились в середине 19 века, сначала в Европе, а затем и в других частях света. Сегодня обсудим как классические конструкции, так и весьма необычные. От Канады до Великобритании, от Германии до СССР. Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Пермяков. Это 97-й выпуск серии Про и тема сегодняшнего видео – катки. Устраивайтесь поудобнее. Начинаем. Современные катки классифицируют сразу по нескольким признакам. По способу уплотнения различают статические и вибрационные. Первые уплотняют материал за счет собственной силы тяжести, вторые дополнительно за счет колебаний вальца, что значительно увеличивает и степень, и глубину обработки. По конструкции рабочего органа и назначению выделяют катки с гладкими вальцами для оснований, асфальтобетонных покрытий и слабосвязанных грунтов, кулачковые для сильно связанных грунтов, например, глина или суглинок, пневмоколесные для поверхностного заминания и герметизации асфальтобетонных смесей и подстилающих слоев, решетчатые для крупнообломочных каменистых и неоднородных грунтов, где необходимо дробление комков с одновременным уплотнением, и комбинированные для работ, где за один пароход нужно совместить действие сразу нескольких рабочих органов. По числу и расположению осей катки бывают одноосные, двухосные и трехосные, а по назначению дорожные и специальные. Средняя масса современных машин 10-15 тонн, но при этом встречаются как 800-килограммовые крохи, так и 35-тонные гиганты. Асфальт обычно укладывают колонной из нескольких машин. Первый каток идет сразу за асфальтоукладчиком, пока смесь горячая, и делает предварительное уплотнение или подкатку. Для этого используют легкие вибрационные машины с остальными вальцами или тяжелые статические на пневмоколесах. Второй этап – основная укатка. Его задача – добрать плотность, закрыть поры и выровнять текстуру. Тут уже, как правило, идет средний гладковальцовый каток. Третий – финишное прикатывание или докатка. На данном этапе убираются следы вальцов и шин, выравнивается поверхность, а каток используется статический тяжелый. При этом ключевым фактором является температура смеси. Если каток отстал от асфальтоукладчика и смесь остыла, то качественно прикатать поверхность уже не получится даже с самой тяжелой машиной. Все асфальтовые катки оснащаются системой орошения вальца. Она нужна для того, чтобы битум не прилипал к барабану. При этом избыток воды охлаждает полотно, сокращает температурное окно и может оставлять следы. Почему же тогда некоторые подрядчики укладывают асфальт в дождь? В старом пособии к строительным нормам и правилам сказано, что уплотнение смеси следует начинать немедленно после укладки. Но если укладчик прошел до того, как начался дождь, то бросить рыхлый горячий слой уже нельзя. Он останется пористым и быстро придет в негодность. Так что уложенную массу катки должны докатать. Идея брать тяжелые бочки и трамбовать ими дорожку перед домом возникла давно. Катали их вручную или использовали животных. Но индустриальная революция пробралась в каждый механизм. И со временем мускульную силу заменили на энергию пара. Первопроходцем в этой истории считается французский инженер Луи Лемуан, получивший патент на первый каток в 1859 году. В 1860 его машина укатывала тропинки Булонского леса, а в 1863 Лемуан продал патент британской фирме Clark & Bateau. Дальше эстафету подхватила компания Eveling & Porter, которая и довела конструкцию до совершенства. Масса первого серийного катка 13,5 тонн, мощность двигателя 12 лошадиных сил. Обкатку проводили на строительстве дороги в одном из королевских парков Лондона, а затем машину отправили трудиться на улицы Ливерпуля. Эпоха ровных дорог началась. 1908 год.
Канада, Брентфорд, провинция Онтарио. Здесь компания Wetaros Engine Works сконструировала дорожный каток массой около 12 тонн. Угольная топка, паровая машина двойного действия, котел паровозного типа. Рассчитан на управление одним человеком. Конструктивная особенность – составной передний валец, повышающий управляемость и устойчивость во время маневров. Самый известный сохранившийся экземпляр имеет музейное обозначение WDM1973S. Выпущен он в 1912 году. В 1926 уже в подержанном состоянии продан администрации города Саскатун, провинция Саскачеван, где эксплуатировался в течение 8 лет. В 1934 каток был списан и долгие десятилетия провел под открытым небом. В 2016-17 годах машину нашли и отреставрировали. Сейчас она помещена в Музей истории транспорта и сельского хозяйства Канады. Общий тираж составил около 250 машин. Одним из ярких представителей американской инженерной школы является Buffalo Springfield, а ее самым известным паровым катком экземпляр под серийным номером 12442 образца 1924 года. Фирма основана в конце 19 века. Изначально ориентировалась на производство тяговых двигателей и зерновых молотилок. В начале 20 века, после слияния с другими игроками на рынке, постепенно расширила свою сферу влияния и пришла к дорожным строительным машинам. Масса данного экземпляра 6,5 тонн. Номинальная мощность 10 лошадиных сил. Двухцилиндровая паровая машина, вертикальный котел, отдельный паровой привод механизма рулевого управления. За один рабочий день дорожный каток потреблял около 300 кг угля и более 2 тонн воды. Машина под номером 12442 большую часть жизни провела в центральной части штата Айова. Сохранилась почти в исходном состоянии. Во время ее реставрации заменили лишь несколько котельных труб и один поршень. Сейчас каток находится в частном калифорнийском музее. Советский Союз дорожные катки начал строить в начале 30-х. Пионером в этой области стал Рыбинский завод дорожных машин, а первым моторным катком – Рыбинец образца 1931 года. Создан на базе трактора ХТЗ, имел массу около 10 тонн, клепанную раму, 3 вальца, керосиновый двигатель и 3-скоростную коробку передач. До войны было выпущено 2370 машин. В 1939-м конструкторы разработали новый каток, получивший обозначение D83. Серийное производство стартовало в 1945-м. Масса около 5 тонн. Двигатель бензиновый 27-сильный газ НАТИ. 2 оси, 3 вальца, 1,6 метра захвата и транспортная скорость до 6 км в час. В 1948 году данный каток получил новый 30-сильный мотор ГАЗ-МК, упрощенный корпус и индекс D83А. В таком виде машина выпускалась до конца 50-х. D400 – это трехосный трехвальцовый каток Рыбинского завода, запущенный в серию в 1951 году. Выпускался до конца 70-х. Трехосная схема позволяла получать более ровные финишные покрытия, тогда как после двухосных катков могли оставаться волны. Масса машины с балластом 15,5 тонн. Мощность дизельной установки 50 лошадиных сил. Гидравлическое рулевое управление, планетарный реверс, двухступенчатая коробка передач и ширина захвата 1,3 метра. Применялся для устройства щебеночного основания дорог и укатки асфальтобетонной смеси на плечах до 500 метров. Недостаток статических катков заключается в том, что для качественной трамбовки необходимо большое количество проходов. Тот же D400 по нормативам делал по 10-15 повторений. При этом вес машины должен быть очень большой, а пятна контакта с покрытием как можно меньше. Первое неудобно для транспортировки, второе сказывается на производительности. Поэтому следующим логическим шагом стало внедрение в конструкцию виброустановок.
В конце 50-х годов Рыбинский завод дорожных машин наладил серийное производство модели D317B, первого трехосного катка СССР с вибрационным вальцом. Масса машины 3,5 тонны. Двигатель D20 мощностью 18 лошадиных сил. Рабочая ширина захвата 1 метр. Скорость движения 1,7 или 4 км в час. Благодаря вибрирующему вальцу небольшой с виду каток по своему действию был сопоставим со статическим катком массой в 16 тонн. Применялся на уплотнение гравийно-щебеночных, черных и асфальтобетонных покрытий. Сначала шла подкатка с выключенным вибратором в 2-3 прохода, затем основное уплотнение с включенным в 3-4 прохода. В отдельных случаях поверхность могли доводить тяжелым статическим катком. Выпуск D317B начался в 1958 году. В 1964 его заменили на модель D613. И если до этого Рыбинский завод параллельно с катками еще строил другие машины, то после предприятие полностью сосредоточилось на уплотняющей технике. Японская компания Sakae основана в 1918 году как мастерская по ремонту автомобильных и паровозных двигателей. Производство дорожных катков она начала в 1929, машин с вибрацией в середине 50-х, а к 70-м стала одним из лидеров отрасли. До японцев конструкторам приходилось выбирать, ставить на каток ведущий валец или вибрирующий. Конструкторы компании решили использовать все сразу. Sakae SW70 – это тандемная машина с полным приводом и вибрацией на оба вальца. Весит чуть более 8 тонн и имеет дизельный двигатель Deutz мощностью 74 лошадиных силы. 4 метра в длину, 1,6 в ширину и база 2,8 метра. Частота вибрации 3000 колебаний в минуту. Центробежная сила 6000 кГс на передний валец и 4000 кГс на задний. На щебеночном основании при средней рабочей скорости в 4 км в час каток достигал 95% уплотнения всего за 5 проходов. Концепция Sakae SW70 оказалась настолько удачной, что данная линейка компании существует и сегодня. Нынешний SW774 весит около 11 тонн, оснащен 110-сильным мотором Kubota, но принцип, заложенный почти полвека назад, не изменился. VibraMax W1103D – это одновальцовый вибрационный грунтовый каток немецкой компании VibraMax образца 1995 года. Большой барабан спереди, 2 пневматических колеса сзади. 11 тонн, 114 лошадиных сил и шарнирно сочлененная рама. Барабан внутри полый. В нем находится дебалансный вал. Когда вал раскручивается, барабан начинает биться об землю с частотой 1680 или 2160 ударов в минуту. Гладкий барабан применяют для стандартных грунтов и щебеночных оснований, кулачковый барабан с металлическими выступами для вязких глинистых грунтов. Двигатель шестицилиндровый Cummins объемом 5,9 литра. Привод гидростатический. Скорость и направление движения управляются потоком масла через насос и гидромотор. Выпускался каток до 2004 года, после чего был заменен моделью W1105D. В 2005 VibraMax была продана британской JCB, а в 2012 имя VibraMax из названия техники исчезло. Вибрационный стальной каток – это инструмент силовой. Он создает мощные колебания, но при контакте с горячим асфальтом оставляет рябь и полосы. Пневмоколесный каток – это инструмент деликатный. Резиновые шины разминают горячую смесь по всей площади, создавая однородную поверхность без дефектов, но глубоко такая машина не берет. В 2004 году компания Sakae создала машину GW750. Первый в мире пневматический каток с активной вибрацией. Причем вибратор установлен в каждом колесе. Эксплуатационная масса 9 тонн. Мощность двигателя 110 лошадиных сил. Гидростатическая трансмиссия, 3 передачи и транспортная скорость до 9 км в час. Согласно имеющейся информации, каток обеспечивает уплотнение, сопоставимое с 25-тонной статической машиной. Особенно хорошо показал себя при укладке асфальта поверх фрезерованного основания.
Обычный стальной барабан не всегда прижимает новый слой, и в бороздках остаются пустоты. Вибрирующие шины GW750 за счет своей гибкости проникают в каждую неровность и устраняют этот дефект. Каток модели H25 IVC немецкой компании HAM представлен в 2013 году, и буквы VC в его названии расшифровываются как Vibration Crusher, то есть вибрационная дробилка. На поверхности вальца размещены 126 сменных резцов. У каждого победитовый наконечник. Когда такой инструмент наезжает на кусок гранита или базальта, порода моментально крошится. Полная масса машины 25 тонн. Двигатель шестицилиндровый Deutz мощностью 217 лошадиных сил. Ширина вальца 2,2 метра. Диаметр 1,7 метра. Максимальная рабочая скорость 8 км в час. Данный каток применяется при строительстве дорог, проведении земляных работ, в горной промышленности и везде, где по каким-то причинам нужно не только уплотнить поверхность, но и раздробить всю попавшуюся под валец породу. Серийное производство стартовало в 2016 году. В 2024 ему на смену пришла новая модель HC250i. Caterpillar 836K – это не совсем каток, это компактор или уплотнитель твердых бытовых отходов. Профессия особая, не самая романтичная, но крайне важная для современного мира. Вместо вальцов машина имеет 4 зубастых железных колеса. Зубья врезаются в мусор, крошат упаковки, пакеты и бытовые приборы и одновременно все это утрамбовывают. Слой за слоем, проход за проходом. Чем лучше машина закатает мусор, тем дольше прослужит полигон. Эксплуатационная масса 56 тонн. Двигатель 18-литровый мощностью 560 лошадиных сил. Коробка 8-ступенчатая с автоматическим управлением. Максимальная скорость движения около 12 км в час. Подобные машины строят финская Tana, немецкая Bomag и американская Eljon. Первая представлена на рынке 55-тонной моделью H555, вторая 56-тонной BC1173, третья 57-тонной ADV600. В целом товар на рынке хоть и нужный, но довольно-таки штучный. Следующая машина из Австралии, и она не имеет ни кабины, ни двигателя, ни привычного круглого вальца, хотя это тоже каток, но рабочий орган у него скорее квадратный. Brooms BH1950MS представлен в 2023 году. Модуль полностью заполнен бетоном и сталью и тягается трактором со скоростью 10-12 км в час. Каждый переход через ребро – это удар о поверхность. Каждый такой удар эквивалентен сбросу 1000-килограммового груза с высоты 10 метров. Обычный вибрационный каток на такое не способен. Эксплуатационная масса агрегата 18,5 тонн. Рабочая ширина 1,95 метра. Необходимая мощность тягача 270-330 лошадиных сил. Глубина уплотнения до 1 метра при 6-10 проходах, до 2 метров и более при 30-40. В 2026, то есть буквально недавно, компания Brooms показала новый агрегат PH14 Grid Roller – цилиндрический прицепной каток для дробления крупного камня и уплотнения материала. Рабочая скорость около 10 км в час. Масса с балластом 14 тонн, без балласта 7. Гидравлически смещаемое дышло, скребки на внутренней поверхности барабана, чтобы он не забивался, и, как пишут в рекламах, надежное чугунное литье. Применяют такие машины для подготовки подъездных путей в карьерах и на стройках. В настоящий момент рынок дорожных катков растет очень медленно. При этом в технологическом плане прослеживается 3 пути. Первый – это переход на возобновляемые источники энергии. Многие компании уже выпускают серийные электрические машины. В условиях города строительные площадки все жестче ограничены по шуму, а каток на батарейках можно выпускать в жилых кварталах даже в ночную смену. Второй – полная автономность. Беспилотные такси уже есть, беспилотные грузовики тоже есть, значит и полностью автономный дорожный каток уже не за горами. В Китае и США работы над ними уже ведутся. Третий путь – ничего не менять, а продолжать производить максимально простые и неубиваемые машины.
В условиях, где цифровая система откажет при первой полевой буре, надежность всегда важнее. Есть прибор, который не умеет спорить, умеет только ехать и давить. Не доказывать, не каяться, не вторить, а методично вдавливать в графит. Что было рыхлым, гордым и нескладным, все, что мнило о себе как о холме, вдруг стало снова ровненьким и гладким. Лежит теперь спокойно в стороне. А дальше я не придумал. Продолжение можете написать в комментариях. Если видео понравилось, подпишитесь и поставьте лайк. Простые действия, которые помогут этому каналу расти. А на этом на сегодня все. Всем счастья, радости, любви и ровных дорог. Пока!